Добрый день. В данной лекции по моей системе спасения гармоничного развития я дам 3 новых метода по разделам соответствующим. Это спасение от возможной глобальной катастрофы, затем самовосстановление плюс гармоничное внешнее развитие и раздел управления и своего собственного сознания любой информацией. При этом 3-й раздел является по структуре первых 2 разделов, и по возможности в процессе всей лекции желательно отслеживать, где эта подструктура проявляется. Потому что когда я перейду к 3-му разделу, то в принципе некоторые вещи я там явно называть не буду. В связи с этим, значит, задача данной лекции на протяжении лекционной части необходимо задаваться вопросом управления и сознания любым событием, не только, например, предотвращение возможной глобальной катастрофы и самовосстановления при условии внешнего гармоничного развития, как осуществляется, например, в 1-м или во 2-м разделе. Значит, метод первый – спасение от возможной глобальной катастрофы на основе вашего сознания с использованием технологии структуризации сознания в данной лекции заключается в том, что вы используете систему своеобразного перетока информации от одного объекта информации к другому. Простое пояснение этого процесса заключается в том, что вы имеете в начале объект информации, например, на физическом уровне, при восприятии, если смотрите глазами, то этот объект, если это физический объект, имеет соответствующую информативную область. В этом методе сначала нужно найти информативную область какого-либо объекта, например, там, объекта физического. Затем суметь рассмотреть, значит, технологию перевода информации этого объекта в информацию какого-либо соседнего объекта. Предположим, если мы берем 2 дерева, то рассмотреть, каким образом по унификации информации происходит, значит, перевод формы первого дерева в форму второго дерева. На информации формы даже одинаковых деревьев, они различны, естественно. В связи с этим, значит, задачей данного метода является именно рассмотрение характеристик перевода из одной формы в другую, и при этом использование, значит, этого действия, то есть перевода, как управляющую систему для достижения всеобщего спасения. Логический смысл здесь очень простой, он заключается в том, что в динамике, когда вы переводите один объект другому, вы используете систему всех связей. В динамике это проявляется быстрее, нежели, например, в статичной системе. То есть реакция сознания такова, что когда вы рассматриваете, например, сначала объект информации, а потом вы хотите его привязать к системе общих связей за счет управления, предположим, то в этом случае вы тратите время, во-первых, для того, чтобы объективизировать объект, во-вторых, для того, чтобы связать. В данном методе это происходит одновременно в момент действия. То есть действие, динамика движения структуры сознания, именно элемента сознания, дает сразу же 2 решения, фактически, то есть 2 действия в одном импульсе восприятия. То есть это оптимизация управления за счет того, что вы делаете управление в динамической системе. И в связи с этим, значит, вы должны будете в данном методе делать это управление именно с точки зрения того, что в данной динамической системе уже существуют все комплексные, все внешние и внутренние связи в данной реальности. В связи с этим, значит, вот это понятие существования всех связей, это есть ваше собственное информационное отражение в области духовного восприятия. То есть вы должны здесь за основу взять то, что ваше, например, физическое тело, ваше управление, которое отражается на уровне духовного восприятия, это и есть область, проявленная как элемент всеобщих связей. Значит, когда вы эту лекцию будете слушать, по возможности сложные вещи несколько раз, значит, как-то промысливайте, чтобы находить связующие концепции и связующие определенные, как бы, оптические хотя бы окончания с точки зрения 3-го пункта управления любым событием. Вот в этой точке это сделайте специально и особенно. Значит, далее элемент, он достаточно простой, развитие этой технологии. Как только вы на духовном уровне находите, значит, отражение
фактически оптического развития событий, вы получаете управление в точке развития духа. И вот здесь задачи управления по макроспасению, я эту точку ввел в данном случае аксиоматично. То есть в данном случае надо понимать, что эта точка, она именно аксиоматична, я ее не пояснял. Одна часть лекции содержит напрямую логическое развитие управления, другая часть аксиоматичная. Между этими двумя частями найдите технологию третьей части управления и свое сознание любым событием. Значит, когда вы получаете эту точку в духовной системе, это и есть макроспасение, то есть спасение всех по технологии прямого доступа. И при этом это спасение существует как точка покоя в области информационного поиска. То есть характеристики этой области таковы, что ее можно найти логическим принципом, всего лишь навсего задав вопрос, где находится точка покоя в области информационного поиска. То есть сознание, когда вы начинаете работать с информацией по макроспасению, затрагивает, во-первых, в том числе и вашу структуру, и в связи с этим, когда вы ищете точку покоя, то вы на самом деле находите точку стабилизации управления. И вот точка стабилизации управления – это и есть управляющая система. Обратите внимание, в отличие от определенного типа лекции, нахождение точки просто стабилизации – это и есть спасение всех. То есть в данном случае первичный признак, по которому строятся некоторые лекционные материалы, это уже является технологией управления и спасения. В качестве самостоятельной работы проделайте такой тип работы. Например, чтобы посадить дерево на информацию, предположим, необходимо иметь физическое следствие, проявленное на земле, то есть как дерево растет на земле, предположим, это росток. По аналогии с данной лекцией вам необходимо на уровне подготовительных фактических работ к посадке дерева смоделировать дерево в информации полностью. То есть, предположим, если вы имеете там только лопату или только саженец, то вы должны иметь на информации в этой же области уже существующее и действующее дерево. Значит, с точки зрения управления и своего сознания, это еще одна особенность, которая говорит о том, что управление и сознание любым событием – это управление всем в одной и той же точке. То есть вот это домашнее задание должно быть рассмотрено таким именно образом, что идет сверхконцентрация управления, сверхконцентрация уровня управления или информации управления, и при этом эта концентрация происходит в одной и той же точке. То есть точка начала действия, та же лопата, да, так скажем, и тот же саженец, это и есть дерево в этой же точке. То есть сознание не имеет протяженности, не имеет величины и временной детерминанта в этой точке. И в этой точке как раз наиболее правильное свойство духовного управления в оптическом режиме восприятия. То есть в этом месте вы можете наиболее четко визуализировать оптику духовного восприятия. То есть оптику духа, как дух функционирует с точки зрения оптики восприятия, где, например, сознание восприятия – это уже все-таки вторичная структура по отношению к духовному развитию. Но здесь вы сможете объективизировать, потому что плотность логической и духовной информации настолько высока, что вы видите четко правильную структуру, потому что скорость мышления здесь очень высока и сопоставима с скоростью духовного развития. Значит, данного уровня информация по этому методу, она уже здесь заключительная, то есть я заканчиваю эту часть спасения от возможной глобальной катастрофы, потому что я координаты назвал этого спасения, и вы это совместно сделали в момент лекции, то есть в момент слова, когда я говорил. В качестве домашнего задания по возможности посмотрите, когда вы это сделали, потому что это действие существует именно в той точке духа максимальной концентрации, дух, который проявлен. Проявление духа – это в том числе и физическое тело. Вторая часть данной лекции – это саморегенерация, самовосстановление при условии внешнего гармоничного созидательного развития. И данная часть, как я сказал, включает в себя управление и своего сознания любым событием. Данную часть лекции, фактически этот метод для данной лекции, я начну с того, что именно управление любой информацией из своего сознания, это и есть
область объективизации духовной среды, о которой я сказал в первой части. То есть тот дух, который объективизирован в оптическом элементе, я его назвал словами. Правда, назвал как бы напрямую, но это, естественно, сопоставимые названия. Над смыслом данных слов необходимо задуматься при наличии времени. Значит, затем, когда я называю данную систему как систему обозначенную, я ее проявляю как структуру собственного сознания. В определенных лекциях было проявление собственного сознания и назначенные структуры. В данном случае назначение идет не от импульса духовного, но как бы не изнутри, а вы формируете импульс внешний, который в любом случае является вашим. Это похоже на то, что вы формируете систему управления, которая привязана к вам по координатам вашего духовного развития. Во-первых, то, что развитие было, то есть рассмотрение координат прежнего развития, тогда эта структура никуда от вас не уйдет. И во-вторых, это развитие, которое включает все будущее в структуру прошлого развития. То есть вот такая вот, скажем, формальная система этой оптической среды. Формализованная система, о которой я сейчас сказал, она выявлена определенным рядом слов в качестве домашнего задания. Посмотрите, какими еще словами можно выявить эту систему. Слова или организовываются этой системой, или вы их воспроизводите как бы изнутри этой системы. И вот сейчас важная часть данной лекции – воспроизведение, значит, слов или воспроизведение информации из динамичной области. То есть фактически все, что я сейчас, например, организовывал в плане управления лекционного уровня второй части, это я определенным образом обозначал динамичную часть сознания. Вот это вот является специальной структурой сознания, то есть динамичная часть сознания, которая постоянно находится в динамике, в движении с точки зрения вашего восприятия, и поэтому обладает определенными самостоятельными расширенными функциями. То есть есть элемент сознания, который статичный, естественно, и они функционально ограничены, то есть возможности развития этого элемента на восприятии не так много. И вот обратите внимание, я здесь добавил слово «на восприятии». Это здесь важно. Значит, дело в том, что понятно, что я всегда говорю об элементах восприятия, но вот когда мы говорим о динамичной системе сознания, то восприятие является подструктурой этого сознания, ваше собственное восприятие. Вы можете найти свое восприятие и понимать, что вы воспринимаете там. В связи с этим это и есть элемент очень четко выраженный управляющего ясновидения. То есть как только вы развиваете такую систему, вы понимаете, что происходит там. Это элемент прямого знания, воссозданного вами. Как душа воспринимает реальность? Она воссоздает то, что она уже имеет. И в связи с этим технология, значит, развития реальности, она во многом такова, что элемент воссоздания – это назначенная структура из задач изначально души. Следовательно, динамичная система сознания – это то, что изначально содержит и задачи предшествующие, например, задачи души, ранее обозначенные, и задачи будущие. Поэтому будущее там сливается, ну, как бы в одну точку, в одну область с прошедшим и настоящим, вы получаете, ну, практически вне ментальное, то есть вне мыслительное пространство, которое позволяет для восприятия воспроизводить внешний образ как бы изнутри этой системы. Потому что если мы рассматриваем восприятие как именно ментальное, я назвал, там, мыслительное пространство, то войти в область, которая вне нее, вне этой системы, нужно вот в данном случае именно так. Как только вы вошли в эту область, вы увидели сразу же из нее, как вы самоорганизовываетесь при условии созидательности внешних связей. То есть задача данного управления заключается в том, что по алгоритму, который я в определенной степени словесно обозначил, войти в область и просто-навсего увидеть определенным детектором видения, но это не обязательно восприятие ментального плана. В данном случае детекция видения может быть состояние души или элемент души. Здесь уровень лекции, он резко выводится вверх по иерархии управляющей системы, потому что в данном случае я ввел видение на уровне элемента души, к которому вы пришли за счет сознания «я». Ведь мы говорили о том, что душа воспроизводит сознание, да, то есть вторичная всегда структура. В данном случае мы говорим о том, что элемент, к которому вы приходите в душе, это есть элемент, полученный из сознания в данной технологии.
Как только вы этот элемент объективизируете, то по закону общих связей вы получаете гармоничную и во многом состыковавшуюся систему, а вот в законах развития информации, так как это делает создатель, любая система имеет гармоническую стыковку, то есть гармоничный уровень стыковки. Любая выходная информация всегда встречается с входящей информацией в определенной точке выхода, да, или входа. В качестве самостоятельной работы домашней поразмыслите, где это происходит в вашем сознании. Либо в пространстве мышления, либо в духовном восприятии. Таким образом, уровень данной лекции в этой части, во второй, он разбился на несколько слойных или подслойных структур. И вот этот уровень своеобразного, что ли, каталога лекционного, если рассматривать лекцию как предмет для восприятия, в плане, например, духовного восприятия одновременно с ментальным и одновременно с восприятием души, вы увидите жестко каталогизированную систему в вашем восприятии. И вот это каталогизированное, своеобразное, дерево каталогов, где каталогом я обозначаю некие сферки или системы оптического типа, которые проявлены вне зоны ментального вашего восприятия. Это уровень, где мышление не происходит. И в связи с этим вы начинаете организовывать свое мышление из этой области, потому что вы можете координатно точно найти те структуры души, которые вам нужны. То есть вы, вообще говоря, при этой системе можете находить те уровни души, которые вы можете даже определять. Тогда получается, что вторичная система, которая является сознанием, может быть управляющей по отношению к развитию души. Обратите внимание, я здесь не сказал, что к душе, например. Изначально структура, созданная создателем, она содержит в себе все будущие проявления. То есть душа – это более комплексное понятие. А к развитию души – это состояние той же души, но при этом это та же душа в определенной части или в совокупности, или вся полностью, но в состоянии развития. В области духовного восприятия по возможности разделяйте в терминологии, во внутренней или во внешней, то есть обычной терминологии, такие понятия, как душа, развитие души, например, состояние души. И в качестве тренинга можете сделать анализ сопоставимости при использовании этих понятий, сопоставимости в плане действия. Когда вы все, что я сказал здесь, в этой части проделаете, на уровне хотя бы исследования словесной части, вы рассмотрите, что организация человека – это естественно сгармонизированная структура со всей внешней, и фактически внутренней реальностью данного человека. И эта естественно сгармонизированная среда – это будет первой частью вашего элемента восприятия. Когда вы этот элемент восприятия начинаете понимать или рассматривать, и уже потом понимать, то, выводя этот оптический уже, получается, параметр перед каждым событием, которое, например, перед вами, вы этим событием, предположим, управляете в оптике. Выводя этот элемент перед этим событием, вы получаете саморегенерацию с учетом внешних и внутренних гармоничных связей. То есть в данном случае то, о чем я говорил, я вывел в оптический элемент. Как я выводил в оптический элемент технологически точно, в данной части я не описал. Но если вы внимательно присмотритесь к этой информации, то выход произошел сам по себе. И в связи с этим этот выход, он объективизировал и следующий уровень, то есть саморегенерация при условии том, что я нашел область и показал, которая является уже естественно сгармонизированной. Естественно, то есть с присутствием именно истинных, то есть реальных законов Создателя. В этой части мы сейчас как раз переходим к третьей части лекции, то есть управление из своего сознания любой точкой пространства-времени, любой информацией. И понятие истинности знания, то есть перевод управления в сторону управления и свое сознание любым событием, это и есть критерий, по которому будет строиться третья часть. Значит, так как я сказал, ваша задача была периодически или постоянная, задача отслеживания этой третьей части, то каждый смоделировал по-своему определенную
системы в третьей части. И вот эта третья часть управления любой, как бы даже с определенной точки зрения, малозначимой информацией, эта часть характеризует то, что по критерию, опять же, я введу такой термин, уже давно известный, как истинное знание, но здесь добавлю, что истинность, она имеет определенную протяженность с точки зрения восприятия. Знание в оптическом элементе является истинным, если оно вообще воспринимается. Это в первом понимании, в первом приближении. Но знание может быть истинным, если вы работаете вне области восприятия, даже если оно не воспринимается. В связи с этим, значит, мы говорим о том, что критерием первичным и логически понятным является это спасение всех. И то, чтобы не произошло, например, глобальной возможной катастрофы. Когда вы начинаете работать на этих терминах, то обратите внимание, если пианист играет какую-то сложную мелодию, то он играет как бы на двух уровнях. То есть сначала он воспринимает, возможно, ментально, но основная часть проигрывается в пространстве прямой передачи звуков, а не звуковом пространстве. И вот если вы рассмотрите уже известные мелодии, которые являются классическими, посмотрите, почему передача происходит еще до того, как вы подумали эту мелодию вновь поставить. И сравните, например, с какими-то мелодиями текущего типа, которые, возможно, и могут быть классическими, но пока не стали. Понятие прямой передачи до извлечения звуков – это вот как раз понятие, где критерий истинности заключается в скоростных характеристиках, например, первичного духовного восприятия. Следовательно, одним из критериев истинности является в том числе и духовное восприятие реальности. А духовное – это значит то, которое изначально до, например, материального проявления, так считается. Конечно, если мы рассмотрим дух как структуру существующей физической реальности, это и так и есть на уровне информации, и в реальности проявлено, то и физическая реальность также может являться критерием истинности. А вот устойчивостью в истинном развитии, получается, является физическая реальность как объективизированная для всех форма. Следовательно, если мы логически это соединим, то, что я сказал, мы получаем, что, значит, коллективно, то есть правильная физическая реальность, например, это та истинность, которая воспринимаема всеми в коллективной усредненной форме. Когда данную постулирующую или взаимно постулирующую связь, тоже обратите внимание на эту терминологию, она может быть новой, мы распространим на уровень первой части и второй части лекции, мы видим воспроизводство лекционной части в третьем плане. То, что создано вами индивидуально, и то, что, значит, я считаю, что может быть воспроизведено как в качестве, например, практического уровня упражнения, когда вы можете создавать, в принципе, любую реальность, которая не объявлена, например, в качестве существующей, то есть такой реальности, созидательной реальности нет в вашем восприятии, но из этой реальности вы можете получить, в принципе, любой элемент текущей реальности, то есть любое событие. И я предлагаю сейчас в качестве упражнения просто-навсего сделать такое действие. Вы возле меня, например, на расстоянии 1,5 метров от меня, строите сначала сферу той реальности, которая не существует. С точки зрения вашего восприятия, пусть это будет созидательная реальность, но вы в информации не находите такой реальности, и вы строите эту реальность перед собой. Что это будет? Какой-то мир, какая-то реальность мышления, это, в общем-то, здесь без разницы. Основная задача данного тренинга – получить любой элемент реальности из этой формы. Поэтому в качестве, скажем так, такого упражнения за несколько секунд вы должны построить эту сферу передо мной. Я пока понаблюдаю. Старайтесь строить примерно в одном месте. То есть, когда строите, отслеживайте, что параметры сфер других людей совпадают. Я при этом вам умышленно не сказал, например, радиус примерной сферы. Я просто сказал, что она передо мной на расстоянии в 1,5 метра в физическом пространстве. То есть перед моим физическим телом.
В связи с этим, как только вы эту сферу вот сейчас построили, она начинает излучать определенный свет, и эта сфера очень устойчива, потому что на нее, в принципе, не действуют известные связи. Устойчивость еще и тем характеризуется, что эта сфера не имеет как бы истории связей. И получается, она достаточно автономна во всеобщем развитии, поэтому она и устойчива. Как бы нет тех связей, которые могли бы ее сдвинуть там, или каким-то образом вывести на аспект известных ситуаций. Следовательно, здесь логически мы пришли к тому, что новая система – это более устойчивая система в данном построении, в контексте данной лекции. И в связи с этим, как только вы эту систему начинаете развивать, она моментально приобретает характер всех внешних связей, которые вам известны. Обратите внимание, что это алгоритм, что нужно отслеживать. Развитие этой системы – это характер всех внешних связей. Ну, к внешним можно относить и чувственный уровень, но именно понятие внешней связи – это важное понятие по отношению к данной сфере в геометрии. То есть пространство начинает быть заполнено событиями, которые вы просто взяли, например, и отодвинули, чтобы найти это пространство. Но при этом, если это маленькая сфера, то отодвинутые события занимают практически, предположим, все помещение, весь зал или больше. Это надо посмотреть и осознать, это надо ощутить. Значит, как только вы это посмотрите, то получается, что все известные события, в принципе, да, вся внешняя реальность концентрируется в центральной точке организации этой сферы. Почему так получается, я могу пояснить, но, возможно, при наличии, так скажем, времени вы сможете здесь найти, значит, как бы логически какой-то механизм, еще дополнительный, так скажем. Так происходит потому, что если все ваши внешние связи, это очень логически ясно, значит, которые вы отодвинули, которые успели вспомнить, занимает, например, эту комнату, то, естественно, все, что касается пролонгации, то есть все внешние связи с реальностью, это и есть весь внешний мир. И поэтому мы по отношению к сфере внешний мир. Поэтому в данном случае мы нашли точку, которая вокруг себя воспроизводит внешний мир. Причем весь. Достаточно было задаться вопросом, значит, найти область, которая не описана в восприятии. Вследствие вот такого механизма функционирования сознания, который я сейчас обозначил, достаточно просто ясно, что Создатель, он, естественно, всегда может присутствовать рядом, потому что такие точки, они даже логически обозначаются и находятся в процессе развития управления. Точно так, как вот сейчас нашел я. В связи с этим вам нужно войти в эту точку сейчас сознанием, и так же, как делает Создатель, начать организовывать всю внешнюю реальность. При этом начинать конкретно, вот прямо от этой точки. И там по сантиметру, или там по километру, или по десяткам тысяч километров. Начинайте эту организацию, я посмотрю, понаблюдаем. В момент этой организации обратите внимание и понаблюдайте, как делают другие. Сначала происходит, как бы хаотичный поиск того, что нужно организовывать, и идет организация, потому что постановочная часть задачи, она не сразу как бы мгновенно по определенным причинам ясна. Есть объективные причины, почему эта задача не ясна сразу, потому что скорость может быть высокой, а вообще говоря, она не ясна потому, что ясность управления, что такое понятие не ясна в данном контексте? Ясность управления – это то, что вы должны хоть что-то, вообще говоря, сделать неясным. То есть, если вы, например, в управлении все имеете абсолютно ясным для восприятия, тогда элементы неопределенной системы, которые есть в физической реальности, если глаза смотрят на определенный горизонт, то они как бы не видят физическим образом, что за горизонтом или там за дверью. Здесь понятие неясности – это сопоставимая система, основанная на определенных физических как бы органах чувств и восприятий.
Поэтому, так как мир развивается сопоставимо, то понятие неясности – это сопоставимая система действия. Она в данном случае имеет положительный контекст. Поэтому я ввел такой вот уровень специально. Аналогия в том, что да, за счет ясновидения можно все посмотреть, но вот физическое зрение, оно не видит за закрытыми какими-то элементами пространства. Чтобы сделать зрение видящим, мы должны, значит, пространство реформировать, да? Но мир социально так устроен, что реформировать можно в тех системах, где это не мешает другим. Следовательно, мы имеем оптическое восприятие ограниченным, потому что есть логика развития пространства. И вот логика развития данного элемента управления заключается в том, что сначала своеобразный хаотичный поиск происходил, потом, ну, как бы хаотичный, потому что цели каждого, в принципе, определены. Второе, стали выявляться конкретные цели, и появились мысли, связанные с тем, что целевые события могут быть управляемы, раз они оттуда можно их найти, то есть они могут быть найдены из этой точки. И вот дальше начинается основной вопрос, это управление. Так как вы управленцы, вы, конечно, делали управление на каждой итерации, а управление именно нужным событием из данной технологии. Оно как раз-таки и заключается в том, что когда вы посмотрите на физическую реальность, то существует своеобразный, ну что ли, элемент как бы схоластически ближе как бы к хаосообразному уровню на восприятие. То есть если разбросаны какие-то планеты, какие-то происходят процессы, предположим, в земной коре, извержение вулканов, ну как бы неконтролируемые процессы, то, как я уже сейчас сказал, понятие, ну, введенной неясности, я так обозначу эту систему. С точки зрения управления, это система введенной неясности, или как то, что называется, например, хаосом, значит, она заключается в том, что это есть проявление определенных, например, норм, да, физического развития, но при этом эти нормы могут быть контролируемы, то есть можно сделать так, чтобы там не было очень уж какого-то катастрофического извержения, например, вулкана, да, или землетрясения, или там глобальной катастрофы, но при этом надо знать механизмы развития, ну, так называемых, так скажем, хаосообразных или схоластических процессов. Эти процессы, они в данном случае таковы, что проявлением их, как бы, граничных условий их реализации является, ну, фактически, во-первых, на оптике это элемент вашего восприятия, но и элементы тела, там, физического тела человека или внешней среды. В данном случае я веду лекцию таким образом, что специально отвожу от словесного обозначения цели вот данного отрезка лекции. Обратите внимание, то есть, значит, пытается мозг, ну или, так скажем, разум активировать, значит, центральную мысль в данном случае, и все время идет разрежение информации, как бы появление вторичных, третичных каких-то смыслов лекционной этой части. Это происходит потому, что я взял, например, информацию хаос и беру и работаю вот на этой информации, ставлю как бы вот этот информативный поток. Получается, что смысловой уровень, он, естественно, должен теряться. То есть логической последовательности восприятия не должно быть. Вот этот элемент в качестве самостоятельной работы отработаете. То есть если вы ставите информацию на жесткой платформе логического развития или, например, на знаниях каких-либо, то вы имеете логически детерминированную, то есть причинно-следственно связанную или понятную систему размышлений. Вам нужно в данной домашней работе делать управление на хаотичных связях, то есть причинно не связанных, и вообще вводить эту информацию, и отсюда делать управление. Когда вы сделаете управление по этой системе, то вы увидите, что вот эта точка, о которой мы сейчас сказали, из которой всю реальность вы стали строить, она функционально никак не отличается от точки, где процесс может быть любым. Ну, как бы или хаотичным, или линейным, или вообще понятным, естественным или неестественным для восприятия. И вот здесь вот важный достаточно момент, неестественный для восприятия. Что может быть вообще для восприятия неестественным? Восприятие – это и есть восприятие. Если вы смотрите глазами физическими на что-то, то, ну, если там жаркий воздух, да, глаза тогда надо закрыть. Но для восприятия нет понятия жаркого воздуха. Да? Есть образы, которые
отдалены и могут быть проблемными, там некие разрушения. То есть неестественно в данном случае, предположим, проявленная смысловая характеристика какого-то даже отдаленного процесса, если это ясновидение. И, следовательно, вот понятие неестественности в данном случае можно использовать как функциональное понятие. То есть достаточно только ввести уровень отсутствия неестественности, вы получаете управление за счет того, что вы гармонизируете за счет духовного развития или импульса духа, который умеет находиться в хаотичном процессе и при этом делать прямое управление. В качестве домашней работы сделайте такую процедуру. Неестественное, так скажем, да, управление на хаотичных процессах сделайте таким, чтобы вы получали целевое управление всегда и сразу. Это первое задание. Второе задание, вы должны будете, то, что я сказал, найти одинаковые характеристики в этой точке и в области управления из хаотичных процессов. И основное в данной части лекции, это вот в данном случае будет самое важное в третьей части и касающееся всей системы лекционного материала, о котором сейчас я вам рассказал. Вам нужно найти присутствие Создателя в этих, во-первых, двух процессах, где, в каком месте он присутствует в вашем сознании, в вашем восприятии, в виде каких категорий и в виде каких проекционных, там, может быть, мыслей, форм. И, во-вторых, где у Создателя знание, которое характеризует точность управления любым хаотичным процессом. В данном случае я пока говорил о том, что из хаотичного процесса сделать точное целевое управление. А вам нужно у Создателя получить знание. Значит, в связи с этим вот данную вот именно лекционную часть я здесь заканчиваю. Так как я сказал, вы работали на первых двух уровнях, где строили и понимали третий уровень. В качестве, так скажем, небольшого пояснения, здесь я просто покажу одну технологию, ну, фактически реализация управления на основе, опять же, вот этой построенной точки, где присутствует уже Создатель, после такой постановочной задачи для домашнего развития. Значит, так как я сказал, что вам надо найти Создателя, вы, конечно, нашли сейчас и в будущем нашли. Но я беру эту позицию, которая уже известна, в будущем привожу опять в эту же точку. И получается, я получаю присутствие Создателя за счет того, что вы его нашли. Значит, теперь, раз вы его сами можете находить в информации, значит, вы можете научиться и получить свое собственное развитие. И в связи с этим вы должны иметь здесь такой принцип собственного развития, который позволяет управлять конкретными, естественно, вопросами развития, либо собственными для практики, либо по макроспасению, либо какими-то другими. Другими – это то, что следующее, то, что не входит в эти два уровня. Значит, в качестве самостоятельной работы сейчас прямо при мне сделайте такую процедуру. У каждого есть какие-то, например, проблемы, существуют какие-то там проблемы типа заболеваний, там, неизлечимых СПИД, предположим, там, рак, сложно считаемые, излечимые, да, и так далее. То есть сложные проблемы вообще человечества. Но больше вот именно по заболеваниям сейчас. И введите управление из этой точки, ну, для всех присутствующих в зале, или кто будет слушать лекцию, вообще для всех 3 уровня получается, что из этой точки вы решаете их вопрос. То есть из этой точки вы находите те события, которые характеризуют норму по отношению к данному событию. То есть отрицательного события не существует. И найдите сразу эти точки в своем сознании. Это нужно сделать передо мной. То есть выйти в эту точку, в эту сферу и получать управление из этой точки, которая бы, и которая без слова, даже вот бы, которое, или которое бы, если вы хотите иметь время, да, для управления. То есть бы, то есть вероятностный элемент, просто небольшое увеличение времени, но не более того. Управление всегда должно быть точным. В связи с этим, значит, вы делаете управление из этой точки. И сейчас вы делаете
ну, в пределах до, возможно, минуты каждой. Я же через несколько секунд опять начну говорить. Несколько секунд есть, когда можно проуправлять без словесного сопровождения. Теперь, когда вы сделали или там делаете еще, как я сказал, примерно минута это управление, вы должны будете поставить сразу задачу отследить в будущем, что это управление повлекло для всех сидящих в зале в качестве решения их вопросов, например, да, задач, какие извлечения произошли, например, какие возможные там проблемы глобального типа были преобразованы в нейтральные или там системно уже не опасные и так далее. То есть это управление по возможности очень тщательно проанализируйте, где данное управление коллективное вызвало положительное решение вопросов. Либо излечился кто-то или родственник кого-то, либо, значит, где-то приостановлена там, в том числе техногенная, техническая катастрофа и так далее. Когда вы это проанализируете, эти знания нужно передать всем, кто воспринимает, или всем, кого можно научить воспринимать, или там, создать систему восприятия. Это не обязательно люди, адекватную систему восприятия. И чтобы эти знания были такими, что вы будете иметь не просто сопоставимое развитие, предположим, на планете Земля, там, брать максимально хорошее из всех внешних уровней информации, но при этом контролировать только собственным сознанием. И иметь то развитие, которое говорит о том, что вечность – это и есть ваше собственное проявление. То есть вы – это и есть вечность, а ваше собственное проявление – это тоже вечность. То есть каждое действие в вашем проявлении – это элемент вечности. Найти эти элементы в этом упражнении. С точки зрения информации, вечность, хотя это такое понятие, которое ближе к понятию бесконечность, но это понятие в восприятии имеет определенную форму, оптическую форму. Вот эту оптическую форму надо будет найти в этом упражнении, в каждом элементе действия. Когда вы так делаете, то в качестве очень мощного достаточно уровня управления можно просто этот элемент вечности вводить на какой-то объект, целевой даже логический, то есть события, которые не произошли. Просто брать этот оптический элемент, накладывать на план событий, который тоже является оптическим элементом, их соединять, и вы получаете управление. Либо это излечение, либо это управление событиями. А вот эта точка, она во многом узловая с точки зрения интеграции 3 уровней данной лекции. Почему именно она узловая, где стыкуются и почему эти уровни технологически по возможности вы найдете самостоятельно. После данной лекции будет 3 телепатических лекции с 10 до 11 вечера в таком механическом варианте. То есть сегодня вы прослушали, значит сегодня, там, завтра, послезавтра, прослушали через какое-то количество дней, сразу же после этого количества дней именно по предмету этой лекции опять будет 3 телепатических сеанса. Такой принцип в данном лекционном материале. Лекционная часть вот на этом я ее закончил. И есть сейчас 15 минут до разбора практических материалов. В данной части встречи я начинаю отвечать на вопросы. И в данном случае, как уже во многом это обычно, необходимо при моем ответе на вопросы по возможности вспоминать, как здесь реализуется лекционный материал сегодняшней именно лекции. И тогда создается комплексный уровень восприятия, который характеризует применение, фактически во многом такого словесного материала сразу же на практике. Значит, вопрос такой, первый. Как работать с убыточным предприятием? Как сформулировать статус для такой работы? Но дело в том, что понятие убыточного
предприятии это понятие на уровне информации достаточно просто воспринимаемое. Значит, если переводить на оптическую модель, то можно перевести как в каплевидную форму информации, своеобразный вариант как бы воздушного шара, или капля наоборот. Это вот форма этой информации. Чтобы предприятие сделать неубыточным, то есть нормированно и с прибылью работающим, а для этого на информации просто нужно, во-первых, эту каплю как бы перекрутить вокруг оси собственного сознания. Технология заключается в том, что вы ось сознания выводите на начало, или если так представить, что это конусообразная форма, на вершину этого конуса, и за счет работы духа начинаете раскручивать именно вокруг оптического уровня оси этого уровня сознания. Тогда вы получаете управление, которое начинает вызывать ряд других оптических линий. И в вашем восприятии вы можете смотреть, что эти линии означают. Либо это организация труда в данном предприятии, либо это может быть просто внешнее управление и привод, предположим, там заказов, элементов сбыта или вообще функциональности данного предприятия. То есть в связи с этим вот ответ на вопрос, как сформулировать статус для такой работы. Статус должен быть в данном случае духовно-оптический. Вот в той лекции, о которой сейчас сказал, что вы должны ее применять в данной технологии, здесь нужно применить в концепции именно где оптика, то есть вот это вот кручение каплевидной формы информации вокруг оси сознания, переводит к управлению духом, и наоборот, дух управляет этой системой. То есть вот применение этой лекции здесь. Значит, видение и зрение взаимосвязаны. Как работать с видением и зрением, если при этом еще видение рассматривать как понимание? Но дело в том, что понимание – это тоже точка информации, естественно, и поэтому действительно это может быть видение. Значит, можно расширять систему управляющего ясновидения за счет просто, во многом, что ли, бытового даже уровня развития этой технологии. Например, вы смотрите зрением там на физический стол или смотрите зрением на какой-то объект информации, который находится, значит, предположим, дверь находится за столом, да, который стол передо мной. Та часть, которая является столом в физическом восприятии, я могу посмотреть на информации, что означает мое восприятие, потом могу посмотреть, что есть стол восприятия, и посмотреть, что есть дверь. И при этом та часть двери, которая закрыта, например, столом, затенена, я могу рассмотреть также за счет восприятия уже по системе пролонгации связи от стола к двери. По идеологии сегодняшней лекции, значит, такая пролонгация создает реальность дверей. И поэтому я могу знать, что находится в невидимой физическому зрению части. То есть физическое зрение может быть как элемент развития и просто, в общем-то, фактологического ясновидения. Если вы хотите просто видеть какие-то конструкции на любом расстоянии, а, в общем-то, в том числе и на расстоянии перед собой, можно, в общем-то, заниматься таким развитием. При этом надо учитывать, что заниматься, может быть, получится не так долго, во-первых, потому что по системе макроспасения просто ясновидение, где вы видите, оно, если вы упражнение провели, и это так и произошло, что вы видели на уровне ясновидения, совпало с тем, что вы встали физически, посмотрели на дверь физическим зрением, так это и есть, то, в принципе, если вы будете стараться делать второй раз или третий в другом месте, это может быть нецелесообразным, потому что в фактологии спасения главное набирать принципиальных фактов. Насколько вам пригодится такое прямое видение там, в плане макроспасения, это уже другой вопрос. Если вы один раз это увидели, ощутили и пощупали, возможно, больше не надо делать. Задавайтесь вопросом, нужно ли это вообще делать, потому что вопрос спасения – это не вопрос там, просто ясновидения, например, там, или целительства, вопрос
применения технологий именно для целей спасения. В связи с этим лучше работать с каким-то новым элементом, пусть даже, возможно, не связанным, там, например, с видением объекта, а лучше работать, может быть, и просто с элементами оптики, из которых исходит понимание работы. Но вы не распаковываете оптику в образ, потому что образ – это утомительная для восприятия система, вообще говоря, и она действует часто замедленно. А если вы работаете оптикой и двигаете оптику духом, ментальную оптику, то вы получаете управление, и вы понимаете, что вы получаете управление. При этом не обязательно распаковывать образы. И если говорить опять про зрение, то вот видение как понимание, зрение позволяет фиксировать точку возле вашего физического пространства. То есть именно точку сознания, которая находится именно возле физического пространства. То есть не в физическом пространстве, а возле физического пространства. В качестве самостоятельной работы просто посмотрите разницу. Я могу говорить, вот у меня, например, рука двигается, и говорю я в этой области, где сейчас показываю пальцем. Но, значит, если я туда вкладываю мысль и говорю как бы сознанием отсюда, то получается, что я могу говорить возле этой области, но находясь физически как будто бы опять здесь же. Зрение позволяет видеть, даже, кстати, на физическом уровне, виден это оптический эффект. Почему возникает, например, свечение? Там от тела оно идет. Его, кстати, надо балансировать, по возможности держать себя в фоновом уровне, то есть не допускать оптического свечения тела, потому что процессы, происходящие, значит, в мышлении в физическом пространстве, это одни процессы, когда вы их зрением как бы выводите сюда. И на физическое зрение здесь работает как управление. И вы просто берете и выводите, например, перед собой. Если вы работаете возле этой области, то физическое зрение находится также около как бы этой области, тогда получается как бы своеобразный параллакс, начинается свечение. Но это понятие вот сенсорных технологий, там такое свечение, оно может происходить, если вы имеете вот такую разницу, да, как бы, о которой я сейчас сказал. По возможности адаптируйте, опять выведите физическое пространство и лучше работаете в физическом пространстве, чтобы не светиться, как бы, вот, не вызывать каких-то вопросов со стороны. И это когда, например, вы делаете управление, то управление, которое связано с физическим пространством, оно опять удерживается зрением физическим. Обратите внимание, что физическое зрение – это элемент удержания конструкции в заданной точке. То есть вот ответы на данные вопросы, они такие. Значит, следующий вопрос такой. При включении в сознание все большего количества объектов управления, если оставаться в рамках обыденного сознания, становится утомительно и долго методом перебора осуществлять контроль над процессом. Существуют ли приемы обобщенного охвата событий и обобщенного управления? Дело в том, что как таковое, вот именно просто системно обобщенного уровня, ну, скажем, в бесконечном развитии, здесь лучше не использовать элемент существования такого обобщенного охвата, если этот охват не является целевым. То есть другой вопрос, что вы можете просто поставить цель управления и сделать общее обобщение по макроэлементам управления, которые уже в том числе и изучены. И тогда цель является как отраженная система от уже известных методик. То есть, чтобы не делать контроль действительно над каждой в отдельности, можно рассмотреть общее свечение, ну, как бы группа лампочек, которая дает общий фон. Тогда достаточно сделать управление в точке общего фона, и вы получите сопоставимое управление. Но это управление будет касаться частного, конкретного случая управления, и все-таки не будет являться как бы всеобщей, что ли, матричной моделью. Все равно это в данном случае лучше делать так, чтобы это не было как бы матричной моделью для всех случаев. Лучше в каждом случае определять снова собственный принцип управления. Либо нужно обобщать, а возможно и нужно бывает разбираться в конкретных объектах, так скажем, управления. Иногда надо, наоборот, увеличивать количество связей, пусть это будет
даже утомительным, но часто это и долго, да, здесь написано, пусть будет утомительно и долго, но часто это делать нужно. Поэтому следует принимать решение в зависимости от того, как распаковывается ваша цель, ну, например, хотя бы в оптике. Если вы идете путем, ну, своеобразного утомительного поиска, путем отпочковывания новых иерархических систем, тогда, во-первых, понятие утомительное – это тоже информация. Вы можете просто-навсего эту информацию изъять, и тогда поиск будет неутомительным. Слово «утомительное» – это обычно оптическое свечение. Вообще эта информация, естественно, управляемая. Можно ее сделать так, чтобы она просто на вас как бы в пользу работала и при этом не была утомительной данная система управления. Кстати, вот в качестве специальной как бы практики по возможности прямо сейчас сделайте все управления такое, чтобы управление было вечно воспроизводимо и не вызывало утомления. Прямо здесь передо мной есть сфера управления, и начинайте практиковать. То есть вам нужно добиться того, чтобы вы сделали управление постоянным, в идеале вечным, и при этом вы не утомлялись. Тогда, чтобы изъять уровень утомления из этого управления, что нужно делать? Вот сначала проделайте, например, в сфере передо мной. Сфера радиусом примерно 50 сантиметров, на расстоянии метров 2 от меня, над поверхностью пола в 50 сантиметрах, вот такие геометрические данные этой сферы. Введите любую задачу управления, и в пределах этой сферы сделайте так, чтобы управление было неутомительным. Несколько будет у вас сейчас секунд времени для этого. Технология, значит, снятия утомления в условиях вот применения лекции сегодняшней, она заключается в том, в данном тренинге, что вы образ управления видите на внутренней поверхности этой сферы. Как только вы воспринимаете образ управления, ну, как бы своеобразно оптически отраженный образ, просто светится там некая оптическая нить внутри этой сферы, и образ оптически падает на сферу. Вот где максимальная концентрация этого оптического свечения, сделайте концентрацию, пусть даже небольшую по времени, и вы увидите, что утомление снимается. Более того, можно увидеть, что появляется интерес к специальной области. А интерес – это и есть точность управления вот в данном контексте. То есть можно создавать, значит, интерес в управлении, когда вы делаете вот такую процедуру. Я, вообще говоря, добавил сейчас, что бы еще нужно было добавить, по возможности в качестве самостоятельной работы, посмотрите, что кто сделал самостоятельно, чтобы снять управление. Возьмите этот универсальный для данного зала опыт и распределите эти знания для всех. Когда вы эти знания распределите, посмотрите, как коллективное сознание начинает стабилизироваться, и люди, в принципе, такой элемент, как утомление, начинают во многом терять, причем ведь на физическом уровне. Посмотрите, как эта информация будет проходить по миру, и особенно просмотрите будущее время, например, с интервалом год вперед или 10 лет вперед. То есть, по возможности, посмотрите, как один элемент, ну, что я сейчас ставлю задачи, один элемент действия коллективного сознания, например, в зале, вызывает в интервале многих лет и далеко вперед. Следовательно, вот задача суметь
сделать выводы, по которым вы сможете обучать других элементам развития коллективного сознания в сторону макроспасения. Вопрос следующий. Как правильно построить работу с информационной матрицей ушедшего? Но дело в том, что работу с такой матрицей, первично обусловленной биологическим смыслом слова, социальным, как бы коллективным смыслом слова, который был ранее, нужно проводить сразу так, что матрица должна быть живущего. То есть вот с точки зрения сегодняшней лекции, это элемент переводности информации от другого объекта в сторону, например, элемента восстановительного типа, или же лучше сразу делать в сторону живущего. То есть поэтому работа с информационной матрицей ушедшего должна происходить в идеале всегда как работа с матрицей уже живущего. И строить события из этого уровня, ну, получается, как бы в сторону этой матрицы, уже находящейся в среде живущих. Когда вы будете проводить такую работу, здесь есть достаточно емкий смысл функциональности, так скажем, явлений мира. Например, если вы рассмотрите там такие объекты информации, как камни или воссозданные технические системы, в общем-то, некоторые типы растений, посмотрите, почему некоторые типы, а не все. Значит, вы увидите, что, скажем, для того, чтобы создать элемент, ну, предположим, взять такой элемент реальности, как ухо собаки, в принципе, любой, то этот элемент реальности, чтобы его создать, например, из элементов разнотипных, то есть те, которые относятся там, к живущим, да, например, дерево, которое более функционально, как система, ближе к живущим людям, или же камень, который менее в этом плане функционален, то система переводов этой информации в информацию уха собаки, а потом и всей собаки, она заключается в том, что вы должны будете достаточно четко увидеть переходящие уровни от одного к другому. Вам нужно прямо сейчас сделать такое управление, которое будет создавать форму этого уха, но с учетом того, что дальше есть вся собака и есть весь внешний мир. Да? То есть вот управление, учитывающее, что из одного уха можно построить, рассмотреть или там создать всю собаку. Понимаете, вот это принцип духовного уровня развития информации, который предполагает, что на механическом, как механизированном или только на оптическом уровне это построить, в принципе, нельзя полностью. То есть многие вещи духовно понимаются, но при этом они не строятся на оптике. То есть вот здесь понимание пересекается с оптической моделью реализации реальности. И вот когда вы, например, это проделали, кое-что поняв на духовном уровне, или, например, все, и при этом вы сделали перевод форм, то дальше возникает логическая конструкция, которая, в принципе, достаточно проста. На уровне информации выявить ухо собаки, что за объем, что на себя представляет. Предположим, там, я возьму приведенную форму. Там, сфера радиусом там, 2 сантиметра. Что представляет из себя дерево, которое вы берете для управления? Пусть это будет сфера радиусом 1 сантиметр. И я возьму любой камень, который для этого подходит, сфера радиусом 5 сантиметров. Вот я получил, в принципе, 3 сферы. Мне надо из двух получить одну радиусом 2 сантиметра. Это обычная геометрическая задача. Вопрос только в том, что я должен при этом думать и где расставлять эти сферы в пространстве своего восприятия. Значит, когда вы практикуете, то вот пространство восприятия – это та же информация, но она означает ту сферу, а, возможно, есть такой вариант, можно пользоваться в данном случае заполненным шаром определенной информации, что это и есть те законы, по которым из уха возникает вся собака. Это тоже информация. То есть получается, что я могу просто-навсего построить информативные константы, которые просто рассмотрел, увидел, и здесь построить систему. Если, например, строить
долго или это нужно детализировать построение, то я могу сделать управление, которое обозначает, что это построение, это и есть развитие того, ну, скажем, уровня, который является собственным уровнем, развивает собственный дух, и при этом это управление дает управление по спасению там той же собаки, из-за которой можно спасти, в том числе, например, от возможной глобальной катастрофы. Потому что я просто привел конкретный здесь пример. Был случай на одной из ядерных станций, был заложен динамит, и при этом как бы ситуация такая, что можно было только собаку там запустить и вытащить этот сверток. И вот когда она как бы, собака бежала, там получилось так, что ухо было поранено, и вот решить эту ситуацию можно было только в двух конструкциях. Там рядом был камень и была, значит, ну, как бы растительность своеобразная, что управление можно было делать в данном случае как динамика развития образа от камня до растения, и эта динамика давала управление как последующему телу собаки, где контактность была, например, камня и растения и уха, которое было вот как раз в момент, когда она бежала, это ухо было поранено. Но если мы хотим иметь прямой и быстрый доступ, чтобы не взорвалась эта ядерная станция, пусть даже от динамита, то тогда это управление как раз и заключается в переводных системах, что мы из двух отношений дерево и камень, а дерево ухо, значит, ну, в общем-то, как-то задевает, оно становится пораненным, и при этом, в общем-то, там так получалось, что собака была зафиксирована и не могла, в общем-то, дальше бежать, потому что там какая-то была иголка растений. Получалось, что здесь нужно было принять управление даже в физическом смысле именно этим деревом. А так как время там было немного, в принципе, по таймеру, так скажем, который, в общем-то, в другом месте находился, то можно было эту решить задачу как на физическом уровне. От взаимодействия дерева и, например, камня, значит, суметь, то есть что в восприятие в первую очередь попадает, да, например, в службы, которые занимаются там антитеррористической деятельностью, что вот послана собака, она там застряла, потому что вот ухо проткнуло какое-то растение, которое возле камня. То есть это все равно первичная информация восприятия. Все равно приходится строить управление из этих же элементов, все равно. То есть то, что я говорю, имеет значение не только целевое и общее, как бы каноническое, что из любого объекта построить любой, но и то, что внешняя реальность, она в принципе протекает на восприятие таким же уровнем сложенное. Следовательно, управление, как идущее от вас, что вы должны в любом случае строить объект. То есть в этом примере ясно, что лучше уметь строить собаку из уха. Тогда вы универсально готовы к тому, что если вот такая ситуация происходит, вы ее просто достраиваете, как бы меняете, например, ухо, и она бежит дальше. Да? А другой вопрос, что, значит, например, имея элементы управления, да, можно сделать, предположим, там, дематериализацию, да, или телепортацию свертка этого, но тогда возникает вопрос, как функционирует вот эта вот другая социальная система. Есть же собаки, которые, в принципе, могут это делать. Тогда либо надо всех научить это делать, там, телепортировать, либо, значит, пользоваться установленной системой. Вот понятие гармонизации в развитии заключается в том, что доступные системы, они и используются как элементы проявления коллективного сознания, чтобы не нарушать порядок развития тех естественных систем, которые тоже функциональны. Поэтому применение управления в данном случае сводилось только к тому, что вот этот переток информации от растения к камню шел как управление по изъятию свертка, ну, через, например, информацию, где достроена была вся собака. Следовательно, вот когда вы работаете с элементами управления, элементом информационной, вот, собственно говоря, матрицы, например, ушедшего, должна быть обязательно матрица нахождения в уже живущих уровнях, то есть там, где уже живут. В данном случае, если использовать эту формулировку, то управление тем же уровнем, когда сверток изымается,
и не происходит уничтожение этой станции ядерной, которая могла вызвать катастрофические там последствия, например, в достаточно большом регионе, здесь элемент такой, что вы просто фиксацией уровня живущих, но не для конкретно живущих людей, например, да, а для состояния того же камня, там, для состояния того же растения или же для динамики той же собаки. Вы фиксируете уровень живущих не как олицетворение только принадлежности к людям, но в более общем контексте. Тогда вы делаете управление событием, и вы получаете то, что, например, там сверток не взрывается с взрывчаткой. Поэтому получается, что управление по выводу, значит, матрицы в ту структуру восприятия, что это сразу элемент, идущий от живущих, это управление более общее. Это не просто среди живущих только людей, а это там, где слово «живущие люди» управляет всей реальностью. Ну, примерно вот такая формулировка данной конструкции, на примере, вот, который я сейчас привел. Значит, вопрос следующий. Как можно распаковать знания других воплощений? Ну, дело в том, что существующие тенденции, значит, придания той ценности физическому телу, что тело разрушать вообще нельзя, и надо ставить задачи вечное развитие каждого. Здесь понятие воплощения, то есть реинкарнационное имеется в виду, видимо, воплощение, по моим данным, здесь имеет значение опять управление. Если говорить о распаковке, то тогда нужно рассматривать, что вы хотите с точки зрения воплощения рассмотреть. То есть какую характеристику воплощения и какой смысл социальный, да, например, вашего воплощения. Значит, вот у меня есть такое понятие, как карма управления, где, значит, если использовать вообще понятие кармы, карма как система причинно-следственных как явлений, которые вызывают, например, некое обязательное возможное явление. Так вот здесь для спасения всех там я привел случаи, ну как бы вот в определенном анализе, в определенных трудах я там ввел такой уровень, как карма управления, что для спасения той же ядерной станции от общего взрыва задача не ставится там, почему это сейчас происходит и является ли это кармической, например, структурой. Часто, значит, просто нет времени для того, чтобы анализировать как бы кармическую реинкарнационную систему тех, кто подвержен, да, возможному уничтожению от этого взрыва. При этом, поэтому карма управления – это создание более общей системы в пространственном восприятии, где одна точка активации практически, значит, дает управление и одновременно снимает кармическую зависимость. То есть вот это управление, где вы, во-первых, никак там не берете на себя, например, никакой кармической зависимости других за счет выхода в многомерное пространство получается, а не причина только следственная, где целью управления является спасение всех. Вот эта цель – это и есть источник, получается, снятия кармических планов. Если использовать вообще теорию кармы, например, или теорию реинкарнации. В данном случае, если мы говорим о воплощениях и, значит, имеем именно реинкарнационную теорию, потому что кроме реинкарнационной есть воплощение от управления телом, например, то в данном случае по реинкарнационной теории там есть, конечно, признак кармической теории и практики, и здесь получается так же, как в карме управления, многомерная область решает вопросы, вы достигаете управления, снимая кармическую зависимость, и этот факт, он и является спасением для того, кого вы спасаете, то здесь тоже можно подходить многомерно, то есть вырисовывать, во-первых, те системы, которые вам нужны, для того, чтобы будущее было определено и устойчиво более стало оно. И вы тогда, вообще говоря, должны выйти в область, по аналогии просто с кармой управления,
по системе спасения, выйти в область более общую, то есть имеющую больше функциональных связей в одной точке сознания, ну, то есть более многомерную область. Отличие, скажем, здесь такое, на простом таком понимании, в несколько механизированном смысле, что если вы думаете в одной области сознания и думаете причинно-следственно, что каждое воплощение, оно совершенно конкретно, линейно, то в одной области вы можете распаковать, например, какое-то энное количество событий, которые соответствуют жизни, например, одной из реинкарнаций. Как только вы входите в точку присутствия, то есть что там, то и есть вы, так называемая точка присутствия, для вас тогда реинкарнационная система, она никак не отличается от того, что произошло секунду назад. Это вот как раз духовное состояние, что это есть ваша, например, реинкарнация в плане именно оптимизированного, что ли, позитивного для вас проявления. Как только вы выходите на понятие истинности проявления, то истинность, она заключается в том, что вы должны делать управление, чтобы ваше реинкарнационное значит, преобразование, так скажем, ваша реинкарнационная система, она работала максимально эффективно для системы макроспасения. Дело в том, что по сути так устроен мир, что каждый все равно готовится принять участие в каких-либо, возможно, принципиальных ситуациях, которые могут возникать по макрорегулированию жизни. Сейчас такова система развития, что сейчас могут быть люди уничтожены от глобального какой-то системы типа ядерного уровня или даже бактериологического или химического, причем практически одновременно, то реинкарнационные системы, они в основном сложены так, что их развитие и нацеленность направлена на решение этой задачи. В связи с этим наиболее просто распаковывать именно вот уровни по спасению, где вы значит, можете брать знания, например, или способы. Хотя вот механически прямо приносить способы, как правило, и не нужно, надо какой-то корреляционный коэффициент вводить на это время, если у вас есть там большие, например, заделы. Другой вопрос, что проще часто работать с информацией будущего, чем там использовать реинкарнационную систему. И тогда вам просто надо так же, как в любом управлении, выбирать. Сейчас я подошел к узловой точке, значит, в этом ответе. Вот этот процесс выбора, он и есть многомерный уровень прямого доступа. То есть процесс выбора, он сразу объявляет многомерность в точке доступа. И управление может быть мгновенным. В качестве самостоятельной работы посмотрите, что первично прямой доступ – это и есть практически управление по, значит, воплощениям. И если вы, например, делаете управление такого характера, что вам можно, например, управлять с каким-то временем, в течение какого-то времени, вы постарайтесь посмотреть, вот в чем разница управления, когда есть время или когда, например, времени нет. То есть найдите ту универсальную составляющую, что управлять с наличием там какого-то времени, или управлять, когда вы управляете мгновенно, когда времени, в общем-то, особо или нет по каким-то обстоятельствам, или же вы не хотите там использовать элемент времени в восприятии, например, больше, чем 1 секунду или даже меньше. Посмотрите, что это одинаково. Как только вы найдете, что управление с наличием времени или управление мгновенным, это в принципе одно и то же, вы как раз попадете в ту точку, где, значит, вы видите, значит, как управлять системой доступа к, значит, именно вот к реинкарнационным воплощениям. То есть это духовная точка и точка сознания одновременно. Это и есть доступ к распаковке. Как только вы распаковали, во-первых, имеете целевую распаковку, полезную, так скажем, во-вторых, можете использовать какой-то потенциал из реинкарнации. Значит, следующий вопрос о, значит, цифровом порядке. Я, в общем-то, сейчас вопросы зачитаю. Именно речь идет, что есть такое словосочетание «цифровой порядок». Дело в том, что
Вообще говоря, вот именно в такой части этот вопрос, он имеет важное значение с точки зрения понимания связи, например, цифр и элементов внешней реальности. Вот именно понятие порядка цифр, где каждое, например, число стоит за каким-то другим, и наоборот, значит, если число с двух сторон, например, окружено, то есть справа от числа есть число и слева, а если справа нет числа, то что тогда возникает? То есть вот рассмотрите в данном контексте сейчас, вот прямо в работе передо мной, посмотрите, ну, своеобразный как бы энергетический смысл такого сочетания событий. Первый элемент события — это число, а вокруг два числа, да? Пусть это будет сфера, опять же, передо мной, там, небольшого радиуса, например, сантиметров 10. Возьмите сферу сантиметров 20 на расстоянии, например, метров 5 от меня, где число, пусть это будет даже какой-то порядок чисел. И после этого числа дальше уже нет, ну, заканчивается число. Посмотрите разницу этих сфер. В чем они, кроме размера, расстояния, разнятся. И вот линия, которая соединяет центры этих сфер, это в контексте моей лекции, это и есть цифровой порядок. Цифровой порядок можно интерпретировать, что это именно порядок, ну, в обычном бытовом понимании. То есть вот так вот цифры, они в порядке. Значит, когда вы, например, рассматриваете духовный смысл данной лекции, то вы видите интерпретацию, ну, например, Вселенной как бы изнутри. В этом случае Вселенная, она очень светлая и как бы изнутри. Войдите в то состояние света, когда свет вы видите как бы изнутри. И вот почему ясно, что свет, он всегда будет везде. То есть знания, созидания, они будут везде всегда, потому что есть порядок, да? В данном случае это порядок цифровой. Аналогичный уровень порядка, который я, вообще говоря, описал с точки зрения во многом оптической модели, попробуйте вывести во всем другом. Например, порядок жизни, да? Там, развитие Вселенной и так далее. Или порядок вечности. То есть, если вы используете слово «порядок», то какой вообще может быть порядок у вечности? Так вот, логически, если поразмыслить, то вечность, она как бы она и есть, получается, вечность, и там возможно любое количество сочетаний различных явлений. Но тогда как там может быть какой-то вот установленный порядок, да? Сразу понятно, что, значит, Создатель — это и есть порядок. То есть Создатель, создавший, он создал и порядок. Вопрос тогда получается такой, что вопрос о порядке — это и есть взаимоотношения с Создателем, получение знаний, текущего порядка действий. То есть рассмотрите другой смысл от того, что я сказал, на этом примере. Так, вопрос следующий. Значит, как можно стереть нежелательные события из прошлого? Дело в том, что, ну, во-первых, стереть нежелательные события можно, во-первых, способом все-таки изменения, как наиболее фундаментальный. Это способ всей реальности, при этом вы уже не помните в будущем, что событие, например, существовало. То есть, как бы, если ставите такую задачу, да, значит, потому что здесь понятие функциональности памяти все равно существует, и тогда существует другой тип памяти, значит, это духовное состояние, которое характеризует, что это произошло. То есть, если, например, была возможность там какой-то катастрофы, или какая-то прошлая катастрофа, при определенных действиях реструктурировать, естественно, при определенном большом, может быть, иногда объеме, это все-таки можно. Другой вопрос, насколько там это нужно всем, например, да,
вам лично. И если вы считаете, что просто даже вам нужно, можно это делать. И вот помнить, как бы матричная память, которую вы имеете, это есть аккумуляция знаний. В основном она находится в районе, ну, где-то как проекция сердца, чуть дальше от тела физического, сантиметров в 10. Там есть точка, значит, перед грудной клеткой, где как раз таки вот есть информация о событиях, которые в текущем времени произвольно или непроизвольно в принципе стираются. Например, если вы рассмотрите систему развития реальности как систему инерционную, ну что так и есть, если так рассмотреть, во-первых, да, а во-вторых, так есть логически, так есть в природе вещей. То есть если инерционность там резины или инерционность каких-то элементов реальности существует, то я, например, замечал, особенно в стирании информации на объектах, которые могут привести там, к катастрофам глобального типа тех же ядерных станций, там перечень событий как бы постепенно выводится из уровня негативизма ситуации. То есть, предположим, сначала одно подразделение докладывает, что там нормально, а хотя второй параллельно при наличии прямой связи еще говорит, что они видят катастрофичность. Потом второе и так далее. Как бы идет стирание своеобразного события, например, по, скажем, предположим, там проблемы с реактором, которые могут привести к катастрофе. Это событие стирается все равно постепенно. И вот после того, как оно стирается, вплоть до документации, могут не оставаться никаких структур в документации. В общем-то, практически документация и даже приборные системы не отражают происшедшего события. Хотя иногда и отражают. Процентов, правда, в 80, как система развития дальнейшего уровня, отражение остается. Но бывают случаи, когда этого не нужно. Тогда память о таких системах, она становится, ну, как состоянием духа в локальной точке, и вы можете ее распаковать и посмотреть, сколько событий, в принципе, негативного плана вы, например, стерли в момент управления, и которые, возможно, уже там на определенной периферии. То есть инерционность информации, она не только от вас, но она и к вам. Это вы можете инерционную систему где-то стереть, а в определенной системе физической, правильной даже, эта ситуация уже произошла. И тогда получается, что вы стерли эту информацию, ну, как бы вот логической памяти вы можете и не иметь. Но если вы хотите восстановить логический тип памяти, тогда вы должны в эту точку войти, распаковать и эту реальность посмотреть, что вы вообще сделали. И, в общем-то, если хотите, можно найти элементы, которые бы доказывали, что это происходило. Другой вопрос заключается, и основной в этом вот вопросе, что, значит, Создатель именно и создал всех настолько свободными, что доступ к стиранию в прошлом, он настолько же бесконечен, насколько управление бесконечным процессами будущего. И вот элемент бесконечности, он и заключен в том, что вы имеете, например, логическую память. То есть в данном случае логика – это проявление бесконечности. И тогда вы можете делать управление, стирать из прошлого при фактологическом стирании даже атрибутов, например, физической реальности, каких-то предметов там, а при этом иметь абсолютно четкую, конечно, память о том событии. Тогда технология, конечно, ясно, что она только заключается в том, что вы должны будете задаться целью, как и любое управление, зачем делать управление за счет стирания. Если это управление приводит, например, в будущем как бы к определенному ряду событий, которые действительно вам нужны, тогда нет проблем, можете стирать, но, естественно, в этом случае вы имеете, что ваша физическая память хранит обычное событие прошлого. Но для управления, если это стирание нужно, то стирайте. Значит, в принципе, ну вот в основном то, что я бы хотел сказать, например, именно в этой лекции, просто я бы хотел, может быть, еще дополнить здесь некоторые вопросы, связанные с тем, что вот просто такого, может быть, вопроса технического плана, значит,
о втором высшем образовании, например, сказать, когда начало, продолжительность и так далее. Дело в том, что, ну, учитывая, что вот эта программа моя, куда за основу взяты книги по структуризации сознания, это прикладные структуры, создающие область информации, университет системы знаний, и, в общем-то, те материалы лекционные, которые вот я даю, например, видео, вообще говоря, все материалы. Эта программа, она утверждена, вот Минобразования, как, значит, как государственная программа. В связи с этим есть возможность уже сейчас, после обучения как бы такого стандартного, там 1118, по-моему, часов, выдавать диплом о высшем образовании, втором высшем образовании, и с специальностью эксперт по управлению технологиями предупреждающего прогнозирования. Чтобы получить такой диплом или пройти такое образование, во-первых, нужно набрать количество часов либо самостоятельной работы и лекционной, либо в большей части лекционной. Здесь вопрос, ну, он не такой уж, может быть, сейчас жесткий в этом плане. И я думаю, что буду предлагать вот такой тип образования, кто бы хотел, вот, например, именно вот это второе высшее образование, то предложение будет такого плана, что, во-первых, надо где-то, видимо, значит, показать, что определенное количество лекций уже пройдено, но, как правило, это вот сейчас уже кто ходит на лекции, это учитывается. Во-вторых, значит, именно если говорить о высшем образовании, то здесь надо будет добрать формально и фактически во многих случаях, вот когда речь идет о минимальном количестве фактических часов, набрать просто количество часов. И тогда, в общем, получается, что будет формально выдержан как бы статус, вот, ну, обычный статус, используемый в высшей школе, что должно быть определенное количество часов очных, там какое-то количество, значит, домашнего или заочного плана. Просто это нужно будет посмотреть по программе. Вообще говоря, надо у Георгия Станиславовича забрать, видимо, если кто хочет, план там учебный и посмотреть, какое количество часов там надо набрать по каким дисциплинам. И в соответствии с этими дисциплинами, значит, просто пишутся отчеты обычного типа, и плюс сдается еще практика. Ну, в принципе, значит, здесь достаточно стандартная процедура, которая применяется, как обычно, значит, речь идет о знании просто фактологического материала, в том числе, то есть имеется в виду материала, который является основой вот для этой программы. Это вот книга «Прикладные структуры, создающие область информации и университетская система знаний». И плюс методики управления, там, связанные с устойчивым развитием. Это, в общем-то, в плане именно литературы, если, скажем, говорить о текстовой части, это, на самом деле, это в текстовой части это не так много. Другой вопрос, что, как любое управление, любое образование, моя цель – это давать образование, реально дающее управление по макроспасению. Вот здесь важнее в этой части, это, конечно, вот отчеты, которые вот так, в такой они форме пишутся, в обычной. И эти отчеты должны быть просто-навсего, значит, в определенное время сданы. Я делаю заключение по отчетам, и вместе со знанием, скажем, обычного текстового материала, это уже считается как вот аттестационный, что ли, период. Вот все какие-то там тонкости, именно какие специальности, например, могут быть, значит, ну, проактивированы как бы дальше для второго высшего образования. Есть какой-то ориентировочный перечень специальностей, но они могут носить просто целевой характер. Вообще, конечно, я буду стараться делать так, чтобы максимальное количество людей там, с, возможно, более широким уровнем образования, не только, возможно, там какое-то строго перечисленное, могли получить второе высшее образование. Но высшее образование, там есть, да, какие-то жесткие критерии, а вот в пределах этой же программы, утвержденные вот, значит, Минобразования, там есть курсы, там такие экстерн-курсы, где просто можно получить сертификат. В принципе, там как раз в сертификате и написано, что курс прослушан по разделу моего учения. Поэтому, собственно говоря, здесь
можно, может быть, просто сначала все-таки сертификаты эти брать, потому что желательно, чтобы они были, а вот высшее образование — это кто как, в принципе, потом захочет. Значит, вот на этом я заканчиваю сегодняшнюю встречу. Спасибо за внимание.